Мы сейчас находимся в Старом Каире и отсюда поедем в Каирский музей. Я была в нем 15 лет назад с маленькой Асей, ей тогда было года 3. Позади Таи мумия крокодила, и посмотрите, какая длина у нее, просто огромный крокодил. Но в этой давке потеряли Таю. Музей огромный, и сейчас ее ищем, я думаю, что она догадается стоять где-то возле выхода. Алиса танцует. А ты видела лошадок? У сфинкса нету носа, и поэтому есть много версий, почему же его нет. Но самая распространенная это версия про Наполеона. Алиса говорит, у меня болит шея, хочу кушать, хочу спать. И мультик смотреть. И мультик смотреть, да? Я, походу, ничего тут не интересует. Но она маленькая еще. Сегодня утром, когда мы только приехали в Каир, было очень холодно, мы в шубах этих. И вот сейчас, когда мы уезжаем, вышло солнышко. Ну что, 2 часа ночи, и вот такой сухой паёк нам на каждого выдали на ресепшене отеля в дальний путь. Сухомяточка, булочки, сок, колбаска с сыриком, джем, какой-то кексик и мандарин. Выехали в такое время, потому что от Хургады до Каира 465 километров. Это как из Одессы в Киев. Дети увалились спать, а я не могу, мне тяжело уже уснуть будет в машине. Наступило утро, и вот мы в Каире. Расскажу вам немного про этот удивительный мегаполис. Каир занимает 1-е место по численности населения в Египте. Здесь проживает более 8 миллионов человек. Всем доброе утро! Мы проехали 500 километров из Хургады, с империей туризма, для того, чтобы попасть в Каир. Все ссылочки на экскурсии я оставлю в описании под этим видео и вот здесь. Мы сейчас находимся в самой старой церкви Египта. В этой самой старой церкви жила Дева Мария с Иисусом. И жили они здесь, потому что есть вода, колодец, так и остался еще с тех времен. И есть пещера. Сейчас мы в нее спустимся. Идем. Дети уже ушли. Первые. Пещера размером 6 на 4 метра. И Мария с Иисусом жили здесь 3 месяца. Служба здесь проходит на 3 языках: коптском, арабском и латинском. Церковь очень красивая и хорошо сохранилась. Египтяне называют эту церковь Аль-Муалляка, что означает «висячая церковь», поскольку ее возводили на бастионе Римской и Вавилонской крепости. Мы сейчас находимся в Старом Каире и отсюда поедем в Каирский музей. Я была в нем 15 лет назад с маленькой Асей, ей тогда было года 3, как Алисе. Вот. Потом, помните, был какой-то момент, когда этот музей хотели разрушить. Вот. И я не знаю, какие-то изменения произошли за это время или нет, но музей действительно очень интересный. Там собрана коллекция мумий, которых вытащили из саркофагов. И думаю, что Тая, да, где ты есть? Тебе будет очень интересно это все посмотреть, потому что Тая у нас любит историю Древнего Египта. Что за обиды? Идем обратно к нашей машине через вот такие книжные коридоры. Вышли на каирские улочки мы. Грязно, много детей.
Каирский трафик. Пробки огромные. Ездить в Каире я бы не смогла за рулем. Мне кажется, здесь все машины ударенные. Вон, сигналят, рядности движения никакой не соблюдают. Кто первый, тот прав. Выехали мы сегодня рано, вообще в 2 часа ночи, и, получается, практически не спали. Ну, здесь в дороге дети доспали, а я так, как смогла. О правилах дорожного движения здесь никто не парится. На весь город всего около 10 светофоров, представляете? Покажу вам еще немного улочек Каира. Жители Египта называют свою столицу Маср. При этом Масром они называют и весь Египет. За время своего существования Каир носил такие названия, как Вавилон египетский и Фустат. Каир является одним из самых засушливых мегаполисов в мире. В среднем за год здесь выпадает не более 25 миллиметров осадков. Очередь в Каирский музей. Нет, Алиса, иди сюда. Идем, мы становимся в очередь. Пошли. Идем. Конечно, когда мы были здесь в прошлый раз с Асей, нам как-то повезло, и такого количества людей точно не было. Сейчас просто какое-то безумие, музея не видно будет. Только не свались, хорошо? Мы ждем сейчас билеты, чтобы зайти внутрь. Не пойму что, но что-то здесь поменялось именно на самой территории. Чего-то не хватает. Покажу, сейчас найду старые фотографии на Асасе, добавлю сюда вот. Сравним. Тысячи туристов здесь в течение дня бывают. Каирский музей является наибольшим в мире хранилищем древнеегипетских артефактов. В нем хранится до 120 тысяч экспонатов. Когда в 2011 году начались масштабные митинги, каирцы окружили музей, чтобы защитить его от мародеров. Тем не менее, преступникам удалось успеть вынести 18 ценнейших артефактов. Здесь хранятся мумии, предметы быта, папирусы, сокровища Тутанхамона. Чего вы не увидите больше нигде в мире. Это путешествие в мир иной цивилизации. В этой давке потеряли Таю. Музей огромный, и сейчас ее ищем. Я думаю, что она догадается стоять где-то возле выхода и нас ждать. Мы уже обошли тут все. Да, вот пока мы с Алисой, скажи, бежали в туалет, Тая потерялась. Я поднялась наверх, чтобы увидеть сверху часть хотя бы музея, может быть, где-то ее заметить. Наш гид пошел искать ее на других этажах. В общем, все разошлись. На поиски Таи ушло полчаса, она ж на месте не стояла, а бегала по музею, тоже искала нас. В общем, мы искали друг друга долго. Позади Таи мумия крокодила. И посмотрите, какая длина. У нее просто огромный крокодил, такой страшный. Да. И вот такие в реке Нил живут. Поэтому там никто не купается. Все, мы прошли по кругу музея. Сейчас уже будем двигаться непосредственно к пирамидам. Саркофаги из чистого золота, кто не знал. Купили Тае серебряную кошечку. Кулончик на шее. Мы все с кошками покупаем. Едем дальше по Каиру. Некоторые каирские районы настолько густо заселены, что на 1 квадратный километр проживают до 100 тысяч человек. Шок. Мы сегодня поехали от Империи туризма индивидуальным туром. Ну, конечно, у них есть и групповые тоже, а индивидуальным, потому что Алиса такие дальние поездки у нас очень плохо переносит. Мы 6 часов из Хургады только ехали в одну сторону, сюда, в Каир. Все самолеты, идущие на посадку в Каире, пролетают прямо над пирамидами, благодаря чему пассажиры могут рассмотреть их с высоты птичьего полета. А на окраине Каира находится район, прозванный городом мусорщиков. В нем живут копты, которые занимаются сбором и сортировкой мусора, получая за это приличные деньги. Тонны отходов в этой части столицы лежат даже на крышах зданий. Вон пирамиды справа были за домами. Вон за домами пирамида.
Местный рынок Хан-эль-Халили, основанный около 6 столетий назад, считается крупнейшей торговой площадкой среди всех стран Африки. Возраст, с которого разрешается употребление алкоголя в Каире, составляет 21 год. Вот так. Мы добрались к пирамидам. Масса одного камня в пирамиде составляет от 2 до 15 тонн. Вес гранитного камня в потолке камеры фараона 70 тонн, и никто не знает, как его поднимали древние египтяне. На верблюде хочет кататься. Высота пирамиды Хеопса 149,4 метра, а расстояние между Землей и Солнцем 149,4 миллиона километров. Это одна из загадок и тайн Древнего Египта. Входной коридор в пирамиду указывает на полярную звезду, а внутренний вестибюль указывает на звезду Сириус. Положение 3 пирамид соответствует положению 3 звезд на небе, называемых поясом Ориона. Некоторые историки указывают, что пирамида светилась ночью, потому что была покрыта радиоактивным веществом. В комнатах и коридорах пирамиды перестают работать все электронные и механические устройства. Причина неизвестна. Пойдем дальше. Мы сейчас пройдем вокруг, и там будет вид на 3 пирамиды вместе. На Хеопса, Хефрена и Микерина. 4 угла основания пирамиды указывают на юг, запад, север и восток с поразительной точностью. Орбита, проходящая через площадь пирамид, делит континенты и океаны на 2 половины, совершенно равные по площади. Алиса танцует. А ты видела лошадок? Ширина саркофага внутри царской камеры на 1 дюйм больше, чем ширина входа в камеру, а это означает, что саркофаг был помещен до возведения колоссальной крыши. Ты снимаешь какашки верблюда, ребенок говорит. Вот они. Я крупным планом сниму, чтобы все видели. Это какашки верблюда. Мы идем, она говорит, почему папа снимает какашки верблюда? Да. Можно. Боже мой, самое страшное, когда они встают. Я тоже хочу. Пойдешь ко мне? Давай. Сейчас. Сюда, к этой пирамиде Хефрена, можно дойти пешочком, что мы и сделали. Можно приехать на машине, либо на вот этой вот тачечке, или на верблюдах. Вот. Мы любим ходить. А сейчас мы сядем в наш микроавтобус и подъедем уже к Сфинксу после этого места. Что, поднять вас, поскакать? Поскачете? Да, поскачем. Не хочет встать. Он такой злой, этот верблюд. Он рычит. Алиса подошла, он на нее рычал. О, боже, боже, я боюсь. Как он страшно садится. Я все время боюсь, что я с него вылечу вперед. Видишь, он сидит. Видишь, как он? Все, он сел. Все, он сел, ты меня успокоила, да? Держись, он рычит.
Он возмущается. Золотая пирамида Микерина. А наши два сфинкса остались с бабушкой в Бухаресте. Слава Богу. Существует большая вероятность, что сфинкс должен был охранять вечный сон усопших фараонов. Сейчас идем мы к сфинксу через храм Амон-Ра. Вот эти места, здесь стояли жрицы и ловили энергию От солнца. от солнца, да. Птицы, голуби, прям там какие-то уже норки себе гнездышки свили на сфинкс. Японские исследователи с помощью аппаратуры обнаружили небольшую комнату под левой лапой сфинкса и вход в узкий туннель, который под наклоном уходил вниз по направлению к пирамиде Хефрена. А дальше японцам запретили изучать это место. Много вопросов. Почему? Кто-то не хочет, чтобы мир узнал? Ждет нас, все время что-то рассказывает. Здесь тоже много людей. Если хотите красивую фоточку, надо просто немножко отойти в сторону. И вот здесь, где я стою, вообще никого нет. У сфинкса нету носа, и поэтому есть много версий, почему же его нет. Но самая распространенная это версия про Наполеона. Да, про то, что Наполеон и его войска здесь были, и пушечным ядром ему этот нос отбили много лет назад. Но я думаю, что это неправда. И вообще Наполеона здесь вообще в принципе не было. Еще предполагается, что сфинкс имеет сходство именно с фараоном Хефреном, но это не точно. Многие египтологи сходятся на том, что огромная скульптура была посвящена Нилу и восходящему солнцу, потому что лев практически у всех цивилизаций Древнего Востока символизирует солнце. Сфинкс был возведен для охраны пирамид. Исследования гидрологов показали, что вокруг сфинкса было очень много воды, и Нил здесь ни при чем, потому что огромный поток воды, вызвавший эрозию, пришел с севера примерно в 18 тысячелетии до нашей эры. Но версия другой группы ученых, что это было в 12 тысячелетии до нашей эры, что совпадает с датой всемирного потопа. Столько еще загадок и тайн, о которых мы не знаем, и неизвестно, узнаем ли вообще. Алиса говорит, у меня болит шея, хочу кушать, хочу спать. И мультик смотреть. И мультик смотреть, да? Я, походу, ничего тут не интересует. Но она маленькая еще. Торговцы пристают здесь, конечно, жестоко. Нет, спасибо. Мы боимся времени, а время боится пирамид. Здесь тоже выходишь от сфинкса и куча сувенирных этих будочек. Нет, Алиса, мы сейчас едем в ресторан, будем уже обедать. Все, идем уже потихоньку на выход. Голодные, с утра нормально не завтракали. Сухомятку я не ем. И едем сейчас в ресторан, будем обедать. Здесь все $1. Мы уже купили себе 2 кошечек в отеле. Да, я уже себе нашла, да? Да. 2 котов-сфинксов. Одна черная и одна зеленая. Что такое? Страшилку увидела? Да. Какую? Какую мечтаешь А, про мультик говорит. ну все, мультиков уже сегодня хватит. Ты кушать хочешь, скажи мне? Как меня били стаи, me испугалась какая-то белая страшилка. Страшилку испугалась. Да. Но здесь нету, мы сейчас идем кушать. Сегодня утром, когда мы только приехали в Каир, было очень холодно, мы эти шубы с собой взяли. И сейчас, когда мы уезжаем, вышло солнышко. И сейчас мы едем кушать. С погодой у нас как всегда. Да, Алиса, домой! Нам будет приятно, если из этого видео сегодня вы узнали очень много интересных фактов, о которых вы не слышали раньше.
Выезжаем мы потихонечку из Каира. И видите, что вот крыши многих домов недостроены. Вообще дома недостроены. Это чтоб налоги не платить. У них считается, у египтян, недостроенный дом, значит налоги ты не платишь. А это уже более такой современный спальный район. Здесь живут люди, которые более богаче. Вот такой вот шведский стол у нас сегодня после пирамид. И Алиса сейчас будет что кушать? И домой сейчас пойдем. Ты домой хочешь? Таюсь, не бери много макарон. Возьми супчик себе, хорошо? Хорошо, но я суп не хочу, я буду посмотреть салат. Салат возьми. Обед хороший, прям как у нас в отеле. Что, суп едим? Куда ты апельсин? Тоже большой выбор салата, большой выбор сладостей, суп вкусный, крем-суп, как я люблю. И второго много тоже, да, курица. У нас остается 2 последних дня отдыха, которые мы планируем провести по Тюленье на пляже. А чего ты не спишь? Все спят, а ты чего не спишь? Мне скучно. Скучно? Поспи немножко, часик. Я играю. Нам далеко ехать. Я играю. А вон, ты даже слоника спать уложила, да? Слоник спит, и ты с ним ложись рядышком. М? Вот молодец, умничка. Какая умничка, все спят. Насыщенный у нас сегодня день получился. Сейчас Алиса выспится, и у нас будет насыщенная, веселая ночь.